Freemason в переводе с французского звучит как «вольный каменщик». Всем привет, меня зовут Евгений Пугач, я живу в Израиле, а также на данном канале я рассказываю о Израиле, о своих хобби и не только. И речь сегодня пойдет о великих и загадочных и тайных масонах. Забегу вперед, ребят, я не являюсь масоном, и если вдруг я буду масоном, то мое право вам об этом сказать, и мое право вам об этом не сказать. Все на самом деле очень легко. Я заинтересовался темой масонства очень давно, и мне было вот интересно, есть ли масоны в Израиле. И для меня было немножко, скажем так, загадочно и интересно, когда я открыл интернет, написал «масоны в Израиле», «масонская ложа в Израиле», и я тут же нашел. Причем самое интересное, ребят, что я нашел также русскоязычную ложу масонскую под названием «Моцарт» с номером 85. Ребят, это, еще раз, это не какая-то закрытая секретная информация, это все, что я смог надыбать, нарыть в открытом доступе. То есть все это открыто. Ну, то есть если мы будем смотреть тот же самый YouTube, мы можем видеть тайное общество. Да ничего, оно и не тайное. Да, это общество с тайнами, но мы также можем сказать, что у нас есть, скажем так, закрытые геймерские клубы, которые играют в ту же самую доту, и у них тоже есть некие свои тайны, да, но общество-то это открытое, то есть масоны тоже, ребят, как я видел, является открытым обществом, к ним может прийти практически любой, да-да, любой, ну, при условии, что вы, естественно, мужчина, и возраст ваш 21 год и выше, или же вы являетесь ребенком масона, тогда, если меня не изменяет память, вы можете постучаться в масонскую ложу с 18 лет, но, еще раз, это все то, что я открыл и нарыл для себя в открытых источниках, да. Кстати, все официальные ссылки на масонство в Израиле будут в этом видео в первом закрепленном комментарии. И я скажу так, я лично познакомился с тайными масонами, ребят. Нормальные, прикольные парни. Мужчины разных возрастов. И было ли мне там комфортно или нет? Да, ребят, мне было комфортно. Все почему? С чего это началось? У меня есть один хороший, не побоюсь этого слова, друг. Кстати, привет, красавчик. Я знаю, что ты будешь смотреть это видео, но поскольку ты мне официально разрешение говорить о том, что ты масон, не давал, поэтому передаю привет тебе вот так. Привет, красава. А можешь после этого видео, естественно, ко мне позвонить и сказать мне: а-та-та, Евгений, а-та-та. Ну, можешь. Так вот, в принципе, я вот, знаете, пересмотрел много всего, и тут ко мне позвонил мой друг. И открылся передо мной, говорит: Жень, ты знаешь, я стал масоном. Я говорю: да ну что, прикалываешься? То есть где ты масонство, да, зачем, почему? И вот, как вам правильно сказать, он правильно сделал, что не стал мне говорить почему. Забегу вперед, расскажу, когда я встречался с этими ребятами, да, я был на открытых работах, на которые, ну, на открытой части работы, которой может прийти профан, да, профан это тот, кто не является масоном, и я наконец-то понял, почему лично я очень бы хотел, чтобы меня туда приняли. Знаете, в последнее время, особенно все мои годы жизни, я искал себе ребят, с кем мне будет комфортно общаться, с кем будет, естественно, и им будет комфортно общаться со мной, да. И у меня был некий голод, причем очень сильный голод, но когда я пришел в масонскую ложу, не буду говорить, естественно, координаты, это личное, пришел в масонскую ложу, я наконец-то понял, чего мне всю эту жизнь не хватало. Ребят, у меня всю жизнь был реальный голод по хорошему, качественному общению, где слушаешь ты, и также слушают тебя, и где реально комфортно находиться. С моей точки зрения, если вот так вот все вот это вот таинственность, да, мы опустим, еще раз, я высказываю конкретно свое мнение, это закрытый мужской клуб, в котором ты чувствуешь себя как мужчина хорошо. Знаете, когда приходите в новое общество, там, скажем так, к новым друзьям, к новым ну, как сказать, к новым группам, да, вы, допустим, переезжаете из города в город или из страны в страну, и вы знакомитесь с новыми людьми, есть некая скованность, да, то есть некое стеснение разного, но когда я вот пришел к ребятам в ложе, я почувствовал себя хорошо, я не почувствовал себя под неким допросом, да, хотя вопросы, естественно, были,
Вот, но я чувствовал себя комфортно и легко. Мне было приятно с ними общаться. Кстати, есть интересные запреты у масонов, что нельзя говорить в ложе о политике, о религии. Но, чтобы вступить в масоны, да, чтобы, если вы хотите вдруг вступить в масоны, вы обязаны быть, естественно, мужчина, как я сказал, свыше 21 года, и вы должны быть религиозным человеком, а конкретно верить в единого Творца. И неважно на данный момент, кто для вас является Творец, все просто объясню, почему. Еще раз, все это из открытого доступа, ребят, тут нет никакой тайны. Просто в конце концов, как я понял, да, любой человек, любой мужчина, который хочет стать масоном, он должен принимать некую присягу на святой книге для себя. И вы должны просто понять, на какой книге вы будете это делать. Тора, Библия, Танах. Я знаю, что есть ребята, которые верят в макаронного бога, да, и ходят с друшлаком на голове. Так вот, им будет немножко, наверное, трудно вступить в масоны, потому что если они верят в данного божества, ребят, я не хочу, естественно, никого обидеть или задеть, просто, как я понял, на какой книге вы будете принимать присягу. Вот, то есть, и еще, и ходит такое мнение, что в масонскую ложу к масонам попасть трудно по протекции. Да, естественно, если у вас есть два друга мастера-масоны, естественно, вас, то есть, возьмут туда быстрее. Но, ребят, любой человек, оказывается, любой человек может вступить в масоны. Я имею в виду мужчина, да, который выше 21 года. Что вам для этого надо? Как я видел, как я нашел, вы, естественно, должны быть человек хороших нравов. Вы должны быть хорошим человеком. У вас не должно быть каких-либо проблем с законом. Вас будут проверять, ребят, очень сильно и хорошо проверять. Поверьте, масоны, как я понял, связи у них довольно обширные. И, естественно, вы должны верить, как я уже сказал, в Бога. Это все, что вы должны, в принципе, знать. Теперь, как это делается? В принципе, чтобы прийти в масонскую ложу, да, как я сказал, в старину надо было найти ее, постучаться, сказать, что вы хотите и прочее. Сегодня, ребят, у нас есть интернет. Я оставлю вам ссылки под этим видео в первом закрепленном комментарии. Все ссылки, естественно, в открытом доступе есть, просто я вам немножко, скажем так, упрощу вашу дорогу, если вы захотите вдруг вступить в масоны. У вас есть несколько вариантов. Первый вариант, я отдам ссылку на Великую Ложу Израиля, да, где будут, скажем так, адреса и номера телефонов и веб-сайты всех лож, которые есть. А также есть в Израиле одна ложа под названием Моцарт номер 85, если мне не изменяет память. Чем примечательна данная ложа? Данная ложа работает на русском языке. Если вы выходец из бывшего СССР, и вам проще общаться на русском, то вы можете подать заявку туда. То есть там прям конкретно есть прямо заявка. Вы пишете ваши данные, и с вами свяжутся. Еще раз, с вами свяжутся при условии, что вы не подавали заявки в другие ложи, к примеру. Как я знаю, может быть, я ошибаюсь, но это то, что я понял из открытого доступа. И с вами свяжутся, вам пришлют некую анкету, которую надо будет заполнить. Если все будет хорошо, вас позовут. Поэтому сегодня, чтобы вступить в масоны, не надо проходить что-то сверхъестественное, как в старину, искать. Сегодня, ребята, есть интернет, есть WhatsApp, есть Telegram, и все это в открытом доступе. Повторюсь, я не масон. Я не хочу сейчас в дебри грузиться, что они делают и прочее. Ребят, в каждом обществе закрытом, ну, скажем так, это не закрытое общество. Да, это закрытое общество, но это общество с тайнами, а не тайное общество, как многие говорят. Потому что в любом клубе, да, в любом клубе у них есть некие свои корпоративные секреты, корпоративные тайны, и это нормально. Но общество открытое. Чем мне еще? Основная причина того, почему мне понравились масоны после общения с ними, ребят, это то, что они реально занимаются благотворительностью, они делают хорошие дела, и чтобы вступить в масонство, вы должны быть хорошим человеком. А вопрос главный, я конкретно ставил его на конец этого видео, что же в принципе дает нам масонство, как я это понял, да, это мое личное мнение. Оно помогает сделать из хорошего человека еще более
хорошего и лучшего человека. Всем хорошего дня. Шалом.